Всем привет, с вами Вивази, и сегодня мы соберем Хогвартс Экспресс. Погнали! Сразу принесу свои извинения, начало видео со сборкой будет немного пересвечено, поэтому если вы хотите перейти сразу на момент обзора уже собранного набора, переходите вот по этому тайм-коду, он также будет в описании, и там вы сможете сразу посмотреть на готовый собранный набор. А всем тем, кто здесь впервые, добро пожаловать! Здесь мы любим Лего, мы его собираем, обозреваем, и иногда я делаю короткие стоп-моушен мультики. Так что подписывайтесь, ставьте лайк. Меня всегда радуют ваши комментарии под видео, активность, поэтому оставайтесь, здесь будет много чего интересного.
Что ж, давайте посмотрим на то, что у нас получилось. Начнем с самой платформы. Она у нас стилизована под 3-й год обучения. Тема «Узник Азкабана». Мы видим плакат с Сириусом Блэком о том, что он разыскивается. И газеты про Гарри, мальчика, который выжил. И здесь я отмечу первую странность этого набора. Это то, что рельсы в набор не входили вообще. А хотелось бы, хотя бы 3-4 обычных прямых секции. Почему нет? Сам поезд состоит из локомотива и 1,5 вагона, что для меня вторая странность этого набора. То есть вместо того, чтобы дать, хотя бы какой-то полноценный багажный вагон, нам дают какую-то непонятную вагонетку. Да ладно, посмотрим на пассажирский вагон. Он у нас полностью разборный, снимаем крышу, снимаем стенку. В пространство между сиденьями у нас идеально входит тележка со сладостями. Здесь нам дали шоколадную лягушку, коробочку Берти Ботс и что-то типа стаканчика с леденцами. Также у нас есть мини-фигурка продавщицы этих сладостей. Кстати, я специально загуглила, у нее действительно не было имени. Она просто называется «Ведьма с тележкой». Вторая мини-фигурка – это у нас профессор Люпин, который впервые появляется в 3-й книге. У него традиционная волшебная палочка, чемоданчик, а также второе выражение лица, которое показывает его сущность оборотня. Еще 3 фигурки – это Гарри, Рон и Гермиона. У всех них не складываются ножки, то есть это самый маленький размер мини-фигурки. И есть 2 выражения лица – такое счастливое, нейтральное, и испуганное. Теперь немного посмотрим на нашу эту непонятную вагонетку. Честно, я не понимаю, почему нам не могли дать нормальный грузовой вагон. Здесь у нас крышечка открывается, туда входит идеально тележка с багажом. Дополнительно для этой тележки нам дали 2 чемоданчика и крысу Рона Коросту. Теперь посмотрим на локомотив. Он у нас весь такой старинный, с какими-то медными трубами, очень интересными большими колесами. Мне безумно нравятся эти перекладинки на колесах. И мы можем заметить, что это не просто локомотив, а еще и паровоз. Изначально по инструкции нам не предлагается поставить на него электромотор, но в англоязычном сегменте интернета я уже видела инструкции, как это сделать. И сейчас мы переходим к самой большой недоработке в этом наборе – это крепление между вагонами. Как вы видите, стоя на рельсах, вагоны скрепить невозможно, это нужно делать на весу, но даже так это вызывает определенные трудности. Сейчас я вам покажу мой грузовой локомотив, которому уже лет, наверное, 15. И, на мой взгляд, крепление между вагонами в этом наборе, это был какой-то набор Lego City, идеальное. Это просто маленькие магнитики. Смотрите, мы берем локомотив, мы берем маленький грузовой вагон, бум, и они сцепились. Элементарно. И, кстати, это тот самый грузовой вагон, полноразмерный, нормальный, который мне бы очень хотелось видеть в наборе Hogwarts Express в том числе. Последняя
минифигурка, про которую никак нельзя забыть, это Дементор. Честно, это круто. Посмотрите на эти импровизированные ноги. Как они их покрасили. Они и прозрачные, они переходят в черный. И вот это ощущение дымчатости сохраняется даже в минифигурке. Вот что, а Дементор меня здесь действительно порадовал. Вот такой наборчик у нас получился. Пишите в комментариях ваши мысли, ваши впечатления. Возможно, я что-то упустила, возможно, где-то моя критика неуместна. Пишите, на все отвечу, буду рада вашим комментариям. А у меня все, и увидимся совсем скоро. Пока!